Кто хочет написать тебе? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро. Как всегда, с вами Вика. Устраивайтесь поудобней. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Знаете, мне идет информация, что вы либо же пережили, либо сейчас переживаете дикую боль от расставания с женщиной. Причем эта женщина, вот она у нас вышла в раскладе мечевая королева, это дама с характером, это дама жесткая, холодная, дама, от которой вы, в общем-то, натерпелись. То есть неприятные моменты, которые до сих пор могут вам аукиваться, так сказать, да, вот как-то отзываться. Возможно, после того, как вы потеряли эту женщину, даже кто-то либо загремел в больничку, либо же почти загремел, да, ну то есть это могли быть какие-то сердечные приступы, это могли быть, я не знаю, там повышенное давление, ну то есть все, что с этим связано, это дичайший стресс был. Те, кто сейчас находится в таких энергиях, то, конечно же, я вам скажу, что это, наверное, такой самый тяжелый ваш жизненный этап, который вообще когда-либо у вас был в жизни. По крайней мере, вы его так, возможно, даже воспринимаете, да, что уже хуже некуда, тяжелее некуда, больнее некуда. У кого-то может проиграться сейчас, что вы немножко приболели, да, может быть такое не очень хорошее самочувствие, депрессивное состояние, настроение. Почему? Давайте уточним. Смотрите, опять же, помним про общий расклад. У кого-то это проиграется переживание по поводу личной жизни. Это может проигрываться, к примеру, вы какой-то период не можете наладить свою личную жизнь. Кто-то переживает, опять же, из-за своей бывшей, не может отпустить. Кто-то из вас, возможно, начинает отношения, и они быстро разрушаются, да, женщины исчезают, ну, то есть в таком духе. Поэтому много страха, много негативных мыслей по поводу этого. Могут также проигрываться еще такие упаднические настроения по поводу работы. Потому что есть среди вас те, кто либо же потерял работу недавно, либо же вот стоите уже на грани увольнения, да, либо же может проиграться уменьшение зарплаты, урезание зарплаты, да. Поэтому ломаете голову, как жить дальше. Давайте сделаем как раз маленький опрос. Напишите, пожалуйста, какая на сегодняшний день у вас основная проблема в жизни. Ну вот что вы считаете для вас сейчас самая такая актуальная проблема, самая такая болезненная проблема переживания, да, вот о чем вы думаете. И, кстати, может у многих из вас проиграться очень сильно нарушен сон. Возможно, из-за этих переживаний, возможно, даже из-за переживаний, которые вы уже прошли, но вот как-то сон не восстановился, да? Слишком много стрессов было, поэтому, ну, я думаю, вы уже плохо спите. Даже те, вроде бы и переживать не о чем, да, вот даже эта категория. Но все равно как-то сон поднарушился. Ужасно не любите женщин, которые любят командовать. Ужасно не любите женщин, которые пытаются показать свою власть над мужчинами. И, в принципе, вы от такой уже избавились, да, поэтому, когда у вас в жизни даже встречаются вот подобные женщины, ну, даже чужие, неважно, в магазине, где-то в компании, где угодно, хоть и по работе, у вас как будто, вот знаете, как говорят, дежавю какое-то, да, вот вы начинаете вспоминать, у вас появляются ассоциации, вам как-то даже внутренне неприятно, и даже порой вы можете, возможно, делать замечания таким женщинам, да, что, ну, как бы, держи язык за зубами, веди себя прилично, достойно и так далее. Вы, в общем-то, сами такой человек, которому палец в рот не клади. Вы, если нужно, вы осадите любого, вы поставите на место любого.
В общем-то, вас удивить чем-то уже, наверное, невозможно в этой жизни. Ну и да, опять-таки мне показано, что у кого-то из вас проиграется, что ваши финансы, вот ваши доходы, может быть, накопления какие-то, они уменьшаются. Может быть, вы много потратили последнее время, да, может быть, урезали там зарплату, пенсию, какие-то соцвыплаты. Поэтому можете даже пребывать какой-то период в режиме экономии. Что еще о вас нужно знать? Давайте посмотрим, как вас видят карты. Знаете, вот все-таки, хоть вы и многие можете пребывать в отчаянии, да, по поводу женщин, личной жизни, ужасно не хочется вам быть подкаблучником, ужасно не хочется наступать на те же грабли, потому что среди вас есть те, которые, может быть, даже считали себя, что вот в прежних отношениях вы были подкаблучником. Вы пытались с этим бороться, да, либо же вам даже говорили, вот ваши знакомые, там, родственники, что, ну, как бы, что ты ее терпишь, что она тобой крутит, вертит, да, но просто слишком сильно вы ее любили, потому и позволяли, да, вот позволяли себе быть подкаблучником, хотя на самом деле вы таким не являетесь. Хочется вам иметь женщину, которая будет с вами на равных, на одной волне, с которой можно быть самим собой, с которым обязательно для вас очень важно, чтобы и в интимном плане она была, ну такая женщина, огонь, ну никак не бревно, это однозначно. Хочется, чтобы женщина была абсолютно некорыстной. Здесь тоже у вас есть ну, такие довольно сильные страхи. Потому что я не скажу, что да, там золотые горы у вас, но тем не менее, все, что у вас есть, вы хотите, чтобы это как бы делилось на двоих, да, вот если появится женщина, но не как, чтобы с вами были из-за квартиры, из-за машины, из-за всего, что угодно. Вы такой человек, если нужно, вы сами все, что нужно, вы отдадите и заработаете, и поделитесь, да. Поэтому очень важна для вас искренность в женщине. Итак, давайте посмотрим все-таки ближе к раскладу. Кто же хочет позвонить вам? Давайте-ка разбираться. Сразу же мне показано, что есть какой-то человечек, который находится далеко. Неважно, это у всех проиграется по-разному, мужчины, женщины, да. Это могут быть родственники, это могут быть старые друзья, это могут быть друзья детства, там, я не знаю, бывшие коллеги, с которыми вы дружили. Очень хочется написать вам, проявиться. Почему не проявляется? Смотрите, здесь может быть, либо же человек потерял ваши контакты, да, вот может быть ваш адрес, я не знаю, телефон. Ну, скорее всего, здесь проиграется, что телефон вы потеряли, вернее, этот человек потерял, потому что, ну, опять же, куда писать, да, на деревню дедушки. Здесь человечек, который надеется, что, а вдруг вы вспомните, может быть, вы сами напишите, да, может быть, у вас остался этот номер телефона, и вы сами выйдете на контакт. С этим человеком у вас было что вспомнить, и хорошее, и плохое. Здесь могли быть и такие теплые, классные посиделки, но это скорее такое, знаете, больше дружеское идет общение даже. Может, конечно, проиграться и родственники, но это родственники, с которыми вы когда-то в дрободан, вдребезги разругались, да, если даже, ну, я не знаю. Хотя, в принципе, всякое бывает, да, если человек потерял ваш контакт, ну, может быть, телефон поломался, да, может быть, там, я не знаю, сим-карта сломала, ну, не сломалась, а потерялась. Хотя, в принципе, бывает, да, если там сим-карта потеряна, в телефоне бывают контакты, да, кто-то на листочек еще дублирует телефоны. Поэтому подумайте, у кого это срезонирует, проявитесь. Возможно, вы с кем-то потеряли связь, да, вот друзья, приятели, там, да, даже если вы разругались, пожалуйста, сделайте уже этот шаг, потому что человечек ждет, человек хочет начать все с чистого листа с вами пообщаться. Если это дружба, то возобновить дружбу, возобновить такое теплое приятельское общение, которое когда-то было.
Также хочет кому-то из вас написать уже такой довольно взрослый ребенок, подросток, ну, не младше подростка, да, скажем так. Почему не пишет? Смотрите, хочет написать, но опять же его ограничивает. Здесь скорее ограничивает мама, да. Здесь бывшая женщина ваша, жена, которая много неправды вливает в уши о вас. Поэтому ребенок ваш, с которым вы, возможно, не общаетесь, либо же общаетесь очень редко, да, он бы хотел с вами общаться, но почему-то вот эти вот вливания его мамы, они его стопорят, они его вгоняют в хаос. И вроде бы получается, он тянется к вам, а с другой стороны, он не знает, что ему делать, а вдруг все то, что мама рассказала, все правда, да? Напишите, ребят, кто знает. Возможно, вы даже сами догадываетесь, какую гадость, какое вранье могут о вас наговорить ваши бывшие детям, да? Но это уже более взрослые дети, как я сказала. Хотя вот ваш ребенок хочет сблизиться. Ему очень хочется, чтобы было между вами как-то вот теплое, комфортное такое общение. Ну, как папа, да? Особенно это, наверное, касается даже мальчиков. Хотя, в принципе, девочки часто бывают папины дочки. Ну, вот именно почему-то сдерживается, но хочет либо же возобновить общение, либо участить. Поэтому подумайте, кто редко общается, либо же кто вообще не общается с детьми, но сделайте шаг. Попытайтесь поговорить как-то, может быть, по душам, да, может быть, ребенок с вами, хоть он уже и не ребенок, уже взрослый, в принципе, человечек, может быть, все-таки поделится, какие гадости мама о вас наговорила, и вы сможете объяснить, да, вот свою позицию, сможете объяснить, что это неправда и так далее. Так, давайте-ка еще посмотрим, кто же еще хочет вам позвонить. Есть какая-то женщина, с которой у вас были амурные дела. Мог проиграться либо бурный страстный роман когда-то был. Это, в принципе, может быть даже у кого-то до брака. Это было у кого-то давно, у кого-то не так давно. То есть, опять же, помним про общий расклад. У кого-то романчик, у кого-то могли быть, я не знаю, служебные романы, у кого-то курортный роман, у кого-то это левачок настоящий, да, у кого-то это до брака было. Поэтому женщина хочет проявиться, женщина вас не забыла. Почему не проявляется? Давайте-ка уточним. Вот хочет, но молчит. А она не знает, что в вашей жизни. Она думает, что у вас есть любимая женщина, потому что, опять же, вот как-то вы потерялись из вида друг друга. Она не знает информацию о вас, она почему-то думает, что вы либо же женаты, либо же у вас, ну, по-любому есть женщина, потому что, опять-таки, она считает, что такой мужчина, ну, не может быть долго без женщин. Но очень хочется проявиться, очень хочется с вами пообщаться. Она не прочь с вами снова возобновить и те же самые романтические отношения. Но и в то же время даже просто вот пообщаться, да, вот привет, как дела, потому что все равно вот вы у нее как-то вызываете такие теплые воспоминания, теплые отношения к вам, хотя может проиграться, что вы с этой женщиной, вот с которой у вас какой-то там романтик был, там, я не знаю, свидание, связи, у всех по-разному это будет. Возможно, вы даже не очень хорошо как-то расстались. Здесь может даже у кого-то проиграться небольшой конфликт. Но, тем не менее, все равно она о вас тепло вспоминает, тепло отзывается как-то. Но не держит она зла на вас. Ну и давайте еще напоследок посмотрим, может быть, еще кто-то хочет вам позвонить. Какой-то человек, который, возможно, где-то далеко. Но это скорее человек, но это касается, наверное, больше родителей, потому что разные бывают ситуации, да. Возможно, вы когда-то поссорились с родителями, либо же вы очень редко с ними общаетесь, ну, понятно, у кого живы родители, да.
Здесь даже идет какая-то такая некая обида на вас. То ли вы мало уделяете время, мало звоните, мало пишете, мало приезжаете. И человек сам от вас начинает отдаляться. Потому что очень часто ведь и родители тоже бывают обижаются на своих детей, да, особенно когда дети редко приезжают, когда редко интересуются, просто позвонить и спросить, как ты, да, все ли у тебя хорошо. Понятно, что сейчас такая жизнь, да, могут закрутиться, завертеться, суета, но тем не менее, я считаю, набрать какие-то, ну, 2 минуты хотя бы спросить, как ты там, жив, здоров или жива, здорова, если это мама, да. Поэтому здесь такие обиды. Хочется набрать, вам позвонить, либо написать, да, вот кому-то из ваших вот, ну, уже таких более старших, взрослых, да. Возможно, у кого-то это бабушка, дедушка может проиграться. Но здесь обида. Здесь человек и хочет позвонить, либо написать. Но, тем не менее, как-то, знаете, вот обида, 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 разбитое сердце. Но так хочется все-таки с вами пообщаться. И знаете, вот что я вам скажу. У кого-то из вас еще может даже проиграться, что к вам хочет проявиться ваша бывшая зазноба. Хочет проявиться, но вот проявиться с какой-то колкостью. Вот такое ощущение, что она не доколола вас. Я не знаю, можно так говорить, нельзя. Ну, почему-то у меня именно такая ассоциация идет. Вот съязвить, вот где-то уколоть. Особенно это касается тех, кто, может быть, не так давно разошелся. И еще может касаться тех, у кого начала более-менее налаживаться личная жизнь. А бывшая про это узнала. Поэтому нужно вот хоть где-то вставить палки в колеса. Нужно вот хоть какую-то гадость сказать, сделать, да. Она хочет проявиться, но почему-то побаивается. Вот побаивается, потому что боится вашего гнева, боится вашей реакции, потому что знает, что, в общем-то, вас лучше не трогать. Вы можете быть долго белым, пушистым и терпеливым, но потом, если вас разбудить зверя, если вас достать очень сильно, то потом об этом можно реально пожалеть. Поэтому здесь уже такой некий страх, наверное, да, но так ей хочется какую-то гадость, какую-то колкость сделать, вот именно хоть смс-ку гадостную написать, хоть по телефону позвонить, но боится, боится, потому что знает, что к вам вдруг еще придется обращаться либо за какой-то помощью, либо за деньгами. Не будет она этого делать. Это пока, к счастью, останется у нее в мечтах. Поэтому, мои хорошие, вот такой был сегодня расклад. Переворачивайте под себя, кому что подходит. Ну и кому понравился, конечно же, расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!